В жизни иногда так случается, что в трудную минуту на помощь приходят не люди, а животные, иногда даже совсем незнакомые. Виктория собак побаивалась с самого детства, когда ее 5-летнюю девочку пыталась укусить за ногу мелкая шавка из соседнего двора. В тот момент ее спасли от укуса только резиновые сапоги. С тех пор Вика обходила собак за 3 версты. Но в жизни так бывают, случаются крутые повороты и виражи, из-за которых жизнь меняется кардинально. Так случилось и с ней. Последние несколько лет Вика жила в кромешном аду. Этот ад почти что каждый день устраивал ей никто иной, как собственный муж. Вика вышла замуж всего несколько лет назад и была абсолютно счастлива. Любимый человек рядом, отдельная квартира, хорошая машина, оба работали в престижных фирмах, у нее есть все, что нужно для счастья, наивно полагала девушка. Ну а потом, конечно, будут детки, много детей и много друзей, прямо как в ее деревенском детстве, счастливом и беззаботном. Но ее мечтам не суждено было сбыться. Сначала после свадьбы было все нормально, но через какое-то время Артем стал меняться и не в лучшую сторону. Стал частенько прикладываться к бутылке, а в хмелю он был буйный и необузданный. Полная противоположность тихого и скромного Тёмы, за которого она выходила замуж. Вика стала дольше задерживаться на работе, ее замучили частые разборки с пьяным мужем. Но позднее возвращение вызывали бурю других эмоций, Артем начинал ревновать. Получался какой-то замкнутый круг, выхода из которого Вика пока не видела. Как-то раз, отправляясь из офиса на обед в ближайшее кафе, Вика заметила на заднем дворе организации, в которой она работала, крупного пса неизвестной породы. Пес суетился в картонных коробках и был сильно истощен. Он посмотрел на Вику глазами, полными отчаяния. Девушка сразу поняла, что он очень голоден, и ее сердце сжалось от боли и жалости к бедному, одинокому, никому не нужному животному. Но подойти к нему она не решилась. На следующий день повторилось то же самое. Похоже, что пес обосновался у них надолго, и Вике каждый день приходилось проходить мимо него с замиранием сердца. Но на 3-й день произошло нечто необъяснимое для нее самой. Она еще издалека увидела, как охранник фирмы налетел на собаку, попытался пнуть бездомного пса ногой и выгнать с территории организации. И тут Вика неожиданно для самой себя взмолилась. Она долго упрашивала мужчину не прогонять собаку. Он согласился, но только за деньги, не докладывать начальству про нового жильца и оставить пса жить в картонных коробках на заднем дворе. Пес как будто все понял и незаметно для девушки подошел к ней и лизнул в благодарность руку. Вика не испугалась, не отдернула в страхе ладонь, а опустилась на колени и погладила пса по лохматой голове. С этого момента и началась их дружба. Да уж не зря говорят, что самая большая победа – это победа над самим собой. Теперь девушка каждый день носила с обеда угощения, которые покупала специально для него в кафе пирожки или бутерброды с сыром и колбасой. Каждое утро Вика первым делом прибегала к своему подопечному. Пес радостно встречал ее и бежал навстречу, виляя хвостом. А вечером провожал взглядом, полным тоски и надежды. Но он все-таки, наверное, понимал, что девушка по каким-то причинам не может взять его к себе. Тем временем с мужем отношения становились все хуже. Единственное, что утешало Вику, он стал часто ездить в командировки и подолгу отсутствовал дома. Как-то в один из дней он позвонил ей и сказал, что домой из поездки уже не приедет, что у него есть другая женщина и он уходит жить к ней. А Вику он не любит и вообще никогда не любил. Но почему-то девушку это совсем не расстроило, скорее даже наоборот обрадовало. Наконец-то она заживет по-человечески. На следующий день после ухода Артема за окном лил такой проливной дождь, что улицы просто не было видно. Вика сидела в офисе и думала о своем друге. Как он там под дождем совсем один. Сердце ее не выдержало, она схватила сумку и побежала на задний двор искать пса. А он, как обычно, сидел в одной из старых размокших коробок, мокрый и дрожал от холода. Вика, не раздумывая,
вызвала такси и повезла собаку к себе домой. Теперь они смогут наконец-то спокойно жить вместе. Сейчас ей хотелось только этого. Теплый плед, крепкий кофе, любимая книга и рядом верный друг. И никаких мужчин, никаких скандалов. Домовика вымала пса, придумала ему имя Рум. Они вместе ужинали, сидя на кухне, и оба были счастливы в этот момент. Но счастье продлилось недолго. Уже через месяц стал названивать Артем. Он говорил, что ошибся и раскаивается, что хочет вернуться домой и что кроме Вики ему никто не нужен. Она отключала телефон, но прекрасно понимала, что эту ситуацию не спасет. В воздухе носилась тревога и безысходность. В тот вечер в двери позвонил блудный муж. Пес встретил его громким недружелюбным лаем. Артем долго орал, что это его квартира, приобретенная до брака. И это была правда. И чтобы ни жены, ни его мерзкой собаки завтра здесь не было, иначе он за себя не отвечает. Ей ничего не оставалось делать, как взять собаку, самые необходимые вещи, ключи от машины и уехать в деревню к маме. Ей не очень хотелось тревожить ее своими проблемами. Но мама дочки очень обрадовалась, и Рума тоже приняла дружелюбно, как ее верного рыцаря и защитника. Вика чувствовала себя здесь в полной безопасности. На следующий день она съездила в город и подала 2 заявления на работе на очередной отпуск и в ЗАГСе на развод. Могла ли она себе представить, какую роль в ее судьбе сыграет этот бродячий пес? В тот роковой вечер ничего не предвещало беды. Мама с утра уехала в город по делам. И именно в этот день на пороге дома появился Артем с бутылкой вина и букетом цветов в руках. Он был уже изрядно пьян. Он стал вымаливать прощение, вставал на колени, умолял вернуться к нему и забрать из ЗАГСа заявление о разводе. Обещал, что бросит пить, и все у них будет по-прежнему. Даже злобный оскал Рума его не остановил. Дальше все произошло мгновенно, как в кино. Вика закричала, что скорее умрет, чем опять пустит его в свою жизнь. Тогда Артем со словами «ты как была дурой, так и дурой осталась. Хочешь умереть, так умри сейчас», разбил об ее голову бутылку с вином. В этот момент ему прямо в шею вонзились острые клыки собачьих зубов. Пес трепал его за холку со всей своей неистовой злостью. Артем орал истошно так, что на крик сбежались все соседи. Вику они нашли на полу, в луже крови с пробитой головой. Быстро вызвали скорую и полицию. Слава богу, все обошлось. Скорая отвезла Вику в больницу с черепно-мозговой травмой, но уже через пару месяцев она вернулась домой к маме в деревню. Там ее преданно ждал ее спаситель и самый большой собачий друг. «Скажи спасибо своему псу», — говорил девушке врач в больнице. «Он и злодея обезвредил, и жизнь тебя спас. Если бы на шум мне сбежались соседи, ты бы могла умереть от потери крови». Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!